ребята! Сегодня я расскажу вам спортивные факты обо мне. Может, вы узнаете что-то новенькое, а может, услышите ответ на ваш вопрос. Итак, начну со своих параметров. Сегодня 10 августа 2013 года, и мой рост на сегодня 173 сантиметра, вес 55 килограмм. Параметры у меня 85, 63 и 91 сантиметр. Да. И мне 21 год. Занимаюсь фитнесом в домашних условиях я уже 2 года, и раньше ничем я не занималась. Никакой художественной гимнастикой, никаким волейболом в школе, ничего не было до этого. И вот где-то 3 месяца назад я пошла в тренажерный зал, потому что уже дома не хватает нагрузки. Мое любимое упражнение – это приседание в любом его проявлении. Пусть это в домашних условиях или в тренажерном зале, особенно со штангой или в смите. В общем, приседание – это для меня все. И мое нелюбимое упражнение – это кардио, в особенности бег. Я не любитель бега, но всем его советую. Но просто тяжело мне себя пересилить, встать, побежать. Вот мне чего-то не очень нравится именно бегать. Поэтому я не люблю заниматься, если у меня нет плеера с моей любимой музыкой. В особенности я любитель дабстепа. Я люблю басы. Моя любимая спортивная одежда — это все яркое, няшненькое, розовенькое, зелененькое. Вся яркая одежда спортивная меня безумно привлекает, особенно лосины. Я любитель лосин, ярких таких малиновых, обтягивающих, ярких кроссовок и так далее, каких-то повязочек. В общем, яркие цвета меня всегда привлекали в одежде. Моя мечта в будущем открыть свой спортклуб. И, скорее всего, я буду стремиться к этому. И мне бы очень хотелось в будущем помогать дальше людям совершенствовать свою фигуру. С тех пор, как я открыла свой канал на YouTube, я 90% своего времени трачу именно на свой канал, на упражнения, придумать их, показать их, снять это все красиво, оформить все красиво, выложить, прочитать ваши комментарии, ответить на их. 90% своего времени я трачу на свой канал. Я не стараюсь стоять на месте, и я в будущем, конечно, когда буду готова и морально, и физически, стремилась бы выступить на конкурсе фитнес-бикини. Для меня это очень интересно, и я бы хотела попробовать себя в этой сфере. Иногда, когда я очень ленивая и мне нет сил заниматься, но надо, я все-таки даю себе какую-то нагрузку. И это у меня растяжка. Если даже нет сил на какую-то силовую тренировку, я хоть что-то, но сделаю. И вам то же самое советую. Если вы вообще ленитесь, да, ничего не хочется вообще, хочется сидеть на диване, посидите на диване, но сделайте на этом диване растяжку. Сделайте хоть какую-то пользу своему организму. Ближайшая цель для меня — это сесть на шпагат. Это мечта моего детства, и каждый раз я становлюсь все ближе и ближе к этому, так что ждите новую тренировочку, как сесть на шпагат. Также мне очень хотелось бы научиться стойке на руках, стойке на голове, всяким разным фишкам таким гимнастическим. Это, конечно, очень тяжело, я знаю, но хочется стремиться к этому, и я буду стараться. Тоже небольшая новость. Скоро сделаем студию дома у меня, и с осени будут тренировки уже не у дивана, уже не возле ковра и дивана, как это было раньше, в начале. Так что будут тренировки еще лучше, еще качественнее. Очень часто у меня спрашивают, кто снимает твои видео, кто помогает тебе редактировать, как это все ты делаешь. Отвечу: все легко и просто. Есть я, есть мой парень Дима. Все делаем мы вдвоем. Он мне помогает снимать, мы вместе это все редактируем, мы вместе все это записываем, обдумываем, какие тренировки будут и так далее. Мы с ним вдвоем как команда, и мы все выполняем вместе. Что меня мотивирует заниматься спортом? Опять же, какой толчок может меня заставить идти и заниматься спортом наконец-то? Во-первых, это зеркало. Если я вижу, что у меня какой-то жирочек там проглядывает, я сразу вспоминаю, смотрю свои фотографии, которые мне нравятся, да, в какой хорошей форме. Мне сразу Таня, ты что, жирела так? Давай бегом занимайся, наконец-то. Или я просто беру, смотрю выступления, опять же, фитнес-бикини. Меня это просто безумно мотивирует, все эти фотографии девочек. И это является моей самой главной мотивацией. И, конечно же, то, что самый большой мой страх, конечно, потерять форму и загрузнуть в этой всей пучине житухи, как бы еще сказать, да. Просто хочется быть здоровым человеком. Самое главное,
здоровье, будущее. Это самая главная мотивация, которая должна быть у всех. Может, для кого-то и странно, но я не люблю и не смотрю свои старые видео. В особенности еще самые первые тренировки. Я просто знаю, сколько там я ошибок делала и в речи, и в постановке, и во всем, во всем, во всем. И я не могу просто заставить себя посмотреть это все. Мне становится стыдно как-то за себя, и я чего-то не могу смотреть свои старые видео. Мне очень хочется показать упражнения для беременных. Спортивное питание я начала пить только 3 месяца назад, тогда, когда пошла в тренажерный зал. Также есть в моих планах и тренировки в тренажерных залах. Вот сейчас как раз есть возможность договориться с спортивным залом и снять для вас тренировочки. Так что, если все удастся, будут тренировки в тренажерных залах. Все мои родные пытаются меня накормить. Куда бы я ни приехала, к родителям своим или парня, все думают, что я очень худая, я уже как анорексичка, и все пытаются накормить меня всякими пирожочками, булочками, и папа мне вообще говорит: ты смотри на этих протеинах, станешь качком. Ну, просто немногие понимают, что это такое вообще, и думают, что я просто себя извожу тренировками и ничего не ем дома. В своем городе я не преподаю фитнес, потому что это очень много времени занимает. Мне легче общаться через камеру и преподавать тренировки в видеоформате. Еще, если вам интересно, я снимаю все свои тренировки в реальном времени. То есть нет такого варианта, как, например, делаю упражнения, все, я отдохнула, Дима, выключи там камеру, я сейчас отдохну, попью водички и потом продолжу. Нет, девчоночки, я снимаю все так, как есть на самом деле. Если я делаю 30 раз, я их делаю вместе с вами. Насчет питания я могу сказать, что на правильном питании я уже 2 года, с тех пор, как и начала заниматься фитнесом. Но, конечно же, я могу позволить себе какую-то сладость. Или, допустим, вот сейчас мы приехали к родителям, завтра день рождения моего парня. И, конечно же, я буду есть там какой-то шашлычок или какой-то тортик, но я знаю, что я занимаюсь спортом, и на следующий день я буду пахать так, что этот тортик просто улетучится в мгновение. Так что, если мы добились какой-то желаемой фигуры, да, допустим, конечно, мы можем себе раз в неделю позволять какую-то печеньку, какую-то сладость, вкусняшечку, чтобы просто успокоить свой организм. Потому что если мы будем постоянно себя в чем-то сдерживать, не есть какую-то сладость, а это тоже очень нужно организму, кстати, то мы просто будем злыми, плохими девочками, можно так сказать. Так что иногда можно себе что-то позволить. Все упражнения, все тренировки, которые я вам показываю, я опробовала на себе. Я знаю, что они работают, я знаю, что они работают хорошо и эффективно, так что вы можете быть уверены, что они лучшие на YouTube. И последний факт обо мне — это то, что в моем доме вы никогда не найдете ни конфет, ни майонеза, ни колбасы, ни кофе, ни сигарет, ни водки. Так что эти продукты №1 запрет в моем доме. Ну что ж, вроде бы и все, что я хотела вам рассказать на сегодня. Думаю, вы узнали что-то новенькое обо мне, интересное, может, услышали ответ на ваш вопрос. Так что, думаю, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока!